Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на моем канале, посвященному ИСБ. Сегодняшний ролик не был первоначально запланирован, это своего рода экспромт, но к нему появились предпосылки. Недавно я получил следующий запрос. Макс, я на карантине. Уже очень давно, и я уже утомился делать все эти ОФП упражнения. Может быть, ты можешь мне подсказать какие-то упражнения более специфичные именно для ИСБ? Но есть проблема. У меня нет никакого дома снаряжения. То есть у человека нет мячей, разумеется, у человека нет дома балды, но есть желание тренироваться. Я ломал голову и в итоге придумал несколько упражнений, которые могли бы в этой ситуации быть полезными. Также эти упражнения будут вам полезны, когда вы, скажем, будете в отпуске и на 5-й день, когда вы устанете отдыхать, находясь в гостиничном номере, вам захочется немножко позаниматься ИСБ. Ну что ж, приступим. Итак, задача перед нами стоит нетривиальная. Нет никакого снаряжения, но хочется делать ИСБ. Поэтому нам понадобится подушка и полотенце. Это то, что, я уверен, есть у вас дома и то, что вы найдете в любом гостиничном номере. Прежде чем мы приступим, нам нужно скрутить полотенце. Сделаем это вот таким образом. Мы его скручиваем к центру от краев. Может, потом намонтируем, да, чтобы это было быстро, типа чух-чух-чух. Теперь фиксируем конструкцию с помощью шнурков от ботинок. Если вы девушка, вы можете использовать, резинку для волос. Суть следующих тренировок в том, что мы будем повторять те же самые движения, которые вы можете делать в зале, но с тем, что у нас есть. Начнем с подушки. Тут все будет просто. С подушкой вы можете делать все то же самое, что вы делаете с тяжелым мешком у себя на тренировке, а именно кидаете его изо всех сил в стену. Просто на тренировке ваш мешок тяжелый, и это дает вам дополнительное сопротивление. Здесь вам нужно стараться кидать мешок в стену с максимальной скоростью. Ребят, важно, когда вы делаете это упражнение, вы должны полностью следить за тем, чтобы техника была правильная. Напоминаю, ноги ваши должны быть немного согнуты, чтобы саккумулировать энергию. Движение рождается с дальней ноги, с носочка, дальше оно переходит от бедра вдоль корпуса, только после этого оно переносится в плечо, рука выпрямляется и подушка летит. Вы не кидаете одной рукой, это не удар. Вот без этого. Движение рождается внизу и посылает ваше плечо, которое уже толкает перед вами вашу руку. Следующее упражнение, по сути, подводящее к предыдущему. Садимся на задницу перед стеной. Таким образом мы выключаем ноги, и мы должны выполнить наш бросок, использовав корпус, использовав силу кора. Собственно, это та часть, на которой часто энергия удара теряется. Вам нужно, чтобы кор мог подхватить энергию, рожденную ногами, и передать ее вверх. Поэтому сейчас мы выключаем ноги и только бросаем с помощью кора. Опять же, мы не делаем вот так, это не руки. Удар — это не рука. Мы раскачиваем наш корпус, рождаем движение. На этом с подушкой все, нам больше не понадобится. И теперь мы берем наш жгут из полотенца. Суть работы такая. Уже давно замечено, и бойцы подтвердят, что механика удара хлыстом очень близка к механике удара мячом. Именно это мы сейчас и будем делать. В том случае, когда мы бьем мячом по балде, по покрышкам, мы бьем твердым по мягкому. Сейчас будем делать наоборот, будем бить мягким по твердому. Также вы садитесь в стойку, вы отпускаете ваш хлыст и наносите обычный удар мячом. Нюанс удара хлыстом в том, что вам нужно создать импульс такой силы, который будет достаточный для того, чтобы пройти через весь хлыст, разумеется, импульс будет теряться по всей длине, и донести энергию через кончик до цели, до стены. Соответственно, если вам поначалу тяжело, можете взять хлыст покороче и бить им, и за счет увеличения длины вы регулируете нагрузку. О чем я говорю? Что если вы берете короткий хлыст и бьете им стену, у вас получается хорошо, то берите подлиннее до тех пор, пока вы не поймете, что дается тяжело. Вот так быть не должно. Это не удар. Соответственно,
взяли хлыст, подобрали и наносите обычные удары мечом. То есть представьте, что у вас в руке меч. Ну, это такая подсказка для мозга. И поехали бить. Еще раз, это обычный удар мечом. И он так же, как и предыдущий, рождается от ног, поднимается вверх и переносится в хлыст. Если вы понимаете, что вам уже не хватает полной длины, и вы уже супер крутой и делаете это максимально быстро, ну просто распушите один из концов полотенца. Это добавит парусности и дополнительного сопротивления вашему движению. Вы можете бить справа, слева, можете бить вниз, вверх, неважно. Это обычный меч, просто гибкий. Про полотенце также стоит сказать, что это отличный снаряд для изометрических упражнений. Это те упражнения, когда вы, знаете, пытаетесь порвать что-то, что не может быть порвано, или раздвинуть что-то, что не может быть раздвинуто. Скажем, вы можете тренировать бицепс, пытаясь вот в таком положении поднять руку. Одновременно вы тренируете трицепс, который дает вам сопротивление, и бицепс. Или пытаетесь порвать над головой это полотенце. Ну, масса упражнений, скажем. Таким образом вы можете дать нагрузку на вашу грудь. Их очень много в интернете, вы их найдете и без меня, но просто я вам подсказал, с чем их можно делать. Еще важно, ребята, когда вы будете бить жгутом по стене, следите за локтем, не распрямляйте его, иначе вы его травмируете. Также важно использовать стену, за которой нет соседей, чтобы не испортить с ними отношения. Ну, если у вас такой стены нет, то хотя бы поставьте матрас и бейте в матрас. Ну, в общем-то, такие упражнения, и я надеюсь, что они будут вам полезными. Да, возможно, они выглядят комично, но на самом деле это очень хорошие упражнения. И они помогут вам не растерять навыков, пока вы находитесь на карантине, ну или в отпуске. На этом все. Спасибо за внимание. Жмите колокольчик, подписывайтесь. Напишите, о чем, по вашему мнению, мне бы стоило записать следующее видео. Спасибо за просмотр и удачи!